Ваш ТВ-бокс греется и тротлит, а вы уверены в этом? Давайте разбираться в этом выпуске, что же делать, если вы провели тротлинг-тест и получили какие-то невнятные результаты. Поехали! Привет, это Технозон. Тротлинг — сегодняшний вопрос, который мы осветим в нашем видео. И здесь будет касаться того момента, когда люди начинают делать тротлинг-тест, видят, что приставка тротлит и заявляют: у меня Smart TV Box тротлит. При этом абсолютно не разбираясь в вопросе, когда он тротлит, когда он не тротлит. И вот в данном видео мы с вами разберемся, что такое тротлинг, тротлит ли ваша приставка и что делать, если она тротлит. Это главный вопрос, как проверить альтернативными путями, насколько она греется и все-таки оказывает ли это на нее какое-либо влияние. Мы уже выпускали ряд видео про нагрев, мы уже выпускали, как измерять, но вопрос остается открытым. Люди не осознают, что сам по себе эффект тротлинга — это не совсем плохая вещь, это во-первых. А во-вторых, они не понимают, в каком случае она тротлит и в каком случае не тротлит, даже несмотря на красный график в тротлинг-тесте. Все это мы будем тестировать на iMlogic S905X3 процессоре, на HK One Box S905X3 процессор. В принципе, у него были недоразумения, я специально вот для этого и выбрал эту приставку для теста. Ссылки на программы, которые я буду использовать, будут лежать в описании под видео. Подписываемся, нажимаем колокольчик, потому что еще очень много интересного вы узнаете на нашем канале, а также увидите много интереснейших обзоров. Что ж, переходим. Перед этим хочу вам напомнить, что мы разыгрываем отличные призы на нашем канале. Ссылка на очередной розыгрыш лежит в описании под видео. Но сейчас я говорю вам хавабанг, ребята. Это же бульгон, поехали. Мы сейчас с вами на главном экране приставки. Обычно для тестирования тротлинг-теста используют, для проведения тротлинг-теста используют всем известную приложуху CPU тротлинг-тест. Но дело в том, что для этого приложения необходим ряд условий для проведения. То есть, во-первых, люди, получив приставку, они вместо того, чтобы сразу провести тротлинг-тест, устанавливают все приложения, а потом начинают проводить тротлинг-тест. Давайте по порядку. Для того, чтобы провести правильно тротлинг-тест, вы должны, первое, что сделать, это отключить интернет. Это первое. То есть вы установили CPU тротлинг-тест, не устанавливаем никакие приложения. Потому что если вы установили приложение, это уже все, это уже не показательный тротлинг-тест. Какой-то из них начнет что-то делать в фоне, что-то не подгрузится, какой-то сервис будет работать или еще что-нибудь. Даже если вы установили тротлинг-тест, зайдем в опции, сразу включим, чтобы у нас вот здесь вот у нас включается показатель температуры. То есть мы с вами включили показывать температуру CPU для того, чтобы было. И конфигурация термальных сенсоров обычно это одна зона используется. Здесь ставят зону 0, зону 1, ставим везде зону 0. Это вот самый правильный вариант, это когда это температура центрального процессора. Зона 1 это температура памяти. И вам средняя температура не нужна. Что мы сейчас имеем? Мы имеем температуру 50 и 1,9 ГГц. 1,9 ГГц это основной показатель, за которым вы будете следить. Не за графиком, ни за чем остальным. Теперь, для того, чтобы провести правильно тротлинг-тест, мы с вами должны отключить интернет. Мы его уже отключили. Почему? Потому что в данном приложении зачастую есть реклама. И когда есть интернет, то эта реклама отбирает определенные ресурсы. Но есть ряд приставок, которые изначально в прошивке содержат какие-то свои особенности. И тротлинг-тест будет выглядеть не совсем так, как хотелось бы. Вот мы его запустили. Он вроде бы зелененький. И потом он провалится в красную зону. Ну, такое бывает. Может не провалиться. Но мы попробуем с вами понять, тротлит он или нет. Сейчас она пройдет немного, опустимся вниз, и мы должны с вами понимать, что вот мы видим, что у нас пошло вот небольшое падение по графику, она сейчас выровняется. То есть, во-первых, любое движение мыши может вызывать вот такое вот движение. Вот если вы сделаете вот так вот, то вы вообще приставку вгоните в шок. Понимаете, в чем вопрос? Это все значит, что графическая система будет отбирать ресурсы, но это не значит, что приставка тротлит. Показателем тротлинга является частота ваших ядер. То есть при тротлинге обязательно падает частота ядра. Если падения частоты ядра нет и она и держится 1,9 ГГц, то ни о каком тротлинге идти речь не может. Пусть здесь будет хоть миллион раз красный график. Если частота держится 1,9 ГГц, то тротлинга нет. Мы с вами сейчас разберем, как провести альтернативный тест на тротлинг, для того, чтобы избежать вот этого вот показателя тротлинга, о котором все говорят. В принципе, у нас ничего такого нет.
есть она не тротлит. Если включить интернет, она в некоторых моментах вываливается в красную зону. Сейчас это абсолютно классно, мы можем здесь поклацать, все что хотите. То есть приставка абсолютно себя адекватно ведет. То есть вот это вот считайте, это перераспределение ресурсов на графическую систему, которая меняет картинку, плюс которая тратится на движение мыши. Вот, пожалуйста, у нас все равно 1,9 ГГц, вот эта вот частота зеленая, она остается стабильно одинаковой. Мы прекратим наш тротлинг-тест, выйдем, и я вам рассказываю. Дело в том, что для того, чтобы определить, тротлит ваша приставка или нет, информативнее всего будет использовать CPU float, вот такой вот оверлей, который показывается сверху с частотой ваших ядер и плюс температура вашего процессора. И использовать CPU load generator. Это приложение, которое генерирует нагрузку на ваш процессор. Так вот, в данной ситуации вы четко увидите, насколько ваш процессор тротлит, либо не тротлит. Сейчас частота у нас 1,9 ГГц, и мы начинаем включать все вычислительные потоки, которые создают нагрузку на приставку. В данном случае, несмотря на красный какой-то, я не знаю, показатель, несмотря на то, что там какие-то красные у вас там будут графики в CPU тротлинг тесте, нет, в данном случае мы с вами имеем 100% загрузку процессора, мы имеем вот температуру 69 градусов и имеем с вами частоту 1,9 ГГц. В случае, если бы она тротлила, то тогда мы с вами получили бы падение частоты. Я не знаю, давайте попробуем симулируем, давайте, может быть, ее в пакет замотаем, эту приставку. Вот сейчас 70 градусов. Нам нужно, чтобы она догнала, вот она, эта приставка, нам нужно, чтобы она догнала температуры какие-то достаточно ощутимые, попробуем ее закипятить, и мы увидели с вами эффект тротлинга, как он должен выглядеть. Но пока что мы его не имеем. То есть приставка, несмотря на то, что в CPU тротлинг тесте она будет выдавать какие-то температуры, вот я его укутал сейчас в пакет, не знаю, положить его еще на... У меня рекордер очень горячий, я положу еще на рекордер и попробуем с вами, пускай поработает там хотя бы минут 5. Блин, не знаю даже, что делать, потому что ее достаточно неплохо сделали, эту приставку. Вот она сейчас в пакете лежит на рекордере. Рекордер пишет, температура растет. 72 градуса сейчас. Надо догнать хотя бы до 76. Это базовая температура для 905X3 процессоров для начала сохранения целостности процессора. То есть для включения именно этого режима тротлинга. Но сейчас 72 градуса и будем ждать. Вот мы с вами видим вот этот самый эффект. Мы наконец-то смогли хоть как-то прокипятить приставку в пакетике. И мы имеем с вами 74 градуса и 1,7 частоту. Вот это можно сказать, что приставка тротлит. Но что значит она тротлит? Это значит, что мы имеем с вами всего лишь 1,7 разделить на 1,9 и умножить на 100 минус 100. Мы имеем с вами падение 10% производительности. И это нормальный процесс для обеспечения сохранности процессора. Если мы с вами возьмем эту приставку, сейчас уберем с рекордера горячего, уберем из пакетика, вот он, я ее вытаскиваю из пакета, эту приставку, поставим на стол и дадим ей поработать, грубо говоря, еще хотя бы там минут 5 в таком режиме, при полной загрузке, но уже без пакета, там где не закрыты у нас диффузоры охлаждения, то мы с вами получим абсолютно другую картину. Давайте же подождем и посмотрим, что у нас получилось. Вот мы видим, что у нас приставка упала температура до 72 градусов, сразу частота поднялась 1,8, 1,9, и мы видим, что лишение ее пакетика дало нам вот такой вот результат избежания тротлинга. То есть у нас без пакета эта приставка не тротлит. То есть мы с вами должны понимать, мы выходим с вами, надо же приложение остановить генерацию этих всех дел. То есть мы с вами понимаем, что если в CPU тротлинг тесте, а давайте, кстати, включим Wi-Fi, чтобы уже так была у нас приближенная к реальности картинка. А теперь еще один момент. Мы с вами вышли в главное меню и увидели, что у нас частота упала не 1,9, а гигагерц. Это значит, что ваша приставка сейчас находится в энергосберегающем режиме. Это значит, что она не тротлит, а просто замедляется для того, чтобы не потреблять большое количество энергии. Вы тоже не должны путать эти моменты. Потому что иногда смотрят и говорят, а у меня жопа, у меня не показывает, у меня показывает, что у меня 1 ГГц, и при этом где показывают? Да, в главном меню. Ребята, вот вам, пожалуйста, частота процессора в главном меню. Да, она и должна опускаться.
Поэтому вы должны правильно разделять эти понятия. То есть и вы должны сейчас понимать, мы сейчас с включенным интернетом заходим в CPU Throttling тест, мы стартуем с вами наше приложение, наш тест, и мы понимаем, что если у нас сейчас 1,9 ГГц, а у нас будет график хоть прыгать, хоть падать, хоть я не знаю, что делать, это значит, что тротлинга на приставке нет, и она не греется до критичных температур. Можем сейчас с вами симулировать какую-нибудь хрень, вот там до красного диапазона. Мы видим, что частота у нас остается неизменной, 1,9 ГГц. Это значит, что приставка даже на красных вот этих вот моментах она не тротлила. И сейчас даже когда она идет там 80%, там еще что-то, и она показывает у нас 1,9 ГГц, это значит, что приставка не тротлит, несмотря на показания вот этого красного гребаного графика, на который не каждый может понимать, что он показывает, не каждый может интерпретировать. Поэтому переходим и резюмируем наше видео. Уважаемые мои зрители, дело в том, что тротлинг-тест проводится практически единоразово для того, чтобы понимать, насколько правильно сделано охлаждение, это при покупке самой приставки. То есть это позволяет нам избежать какого-нибудь заводского брака, отвал радиатора, который там при тряске в самолете, либо при доставке мог произойти, либо может быть какой-то заводской дефект. Если у вас нет необходимости и приставка не тротлит, не греется, ничего с ней не происходит, не нужно проводить этот тротлинг-тест постоянно. Если и проводите, то проводите минимум его 3-4 часа. Если и 3 часа, вот вы видите, сейчас сзади меня идет этот график, он сейчас идет на непонятных процентах, но при этом температура, при этом температура на 72 градуса абсолютно адекватная, и 1,9 ГГц так и держится. Поэтому мы с вами теперь понимаем, что такое тротлинг, чего не нужно бояться и как альтернативно проверить, есть этот тротлинг или нет. Поэтому в данном случае тротлинга нет, несмотря на показания каких-либо графиков. Но если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.